Try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мой чудесный цветущий балкон. У меня уже 99% всех орхидей распустились полностью. Кое-какие сорта остались с парочку бутончиков. Вот, поэтому надо торопиться, снимать для вас обзоры, потому что еще совсем немножко, и активное цветение будет подходить к концу. Это будет ближе уже к марту месяцу, поэтому в самом соку хочу показать вам всех своих красоток. А тем более сегодня еще достаточно солнечно, но ветрено, поэтому может быть шумно из-за порывов ветра, так что не обращайте внимания. Значит, прошлый общий обзор, я вообще так, чтобы не путаться, я с какой орхидейки заканчиваю общий обзор, следующий общий, я начинаю со следующей, которая в очереди. У меня, конечно, очень часто происходит перестановка на полочках, поэтому в обзоры могут попадать одни и те же орхидейки по нескольку раз, потому что я их переставляю. Но думаю, это не проблема, и лишний раз полюбоваться красотой будет интересно. Вот эта красавица черная молния у меня уже участвовала и во многих общих обзорах. На самом начальном периоде, когда она только дула дула свои бутончики, вот, я показывала этот шикарный, красивучий ее каскад с бутонами живописными. Делала я по ней уже и индивидуальный обзор, и она уже участвовала у меня в обзорчиках в одном из общих. Ну что ж, на сегодняшний день вы видите, что все цветочки у нее живенькие, бодренькие. Единственный цветочек, у которого вот такая, сейчас секундочку, вот такая вот нижняя сепалия уже подсохла, я ее не трогаю, вот, а так все цветочки очень еще бодры и свежи, поэтому пока она цветет. И очень меня радует своим красивейшим каскадом разного окраса и формы цветочков. Следующая орхидея очень мной любима. Это тоже одна из первых орхидей, которая появилась у меня в коллекции. Это красотка Салинос. Это те, знаете, те простые сорта, которые появляются у нас первые с прилавков магазинов. Я купила ее в супермаркете строительном. Вот. Вроде на первый взгляд очень простой сорт, но она очень оригинальная, очень нежная и, конечно же, моя любимица. У нее, знаете, не розовый цвет такой вот, а какой-то лиловый. Лиловый нежный такой, с оранжевой губочкой и с очень активными, сейчас не так сильно выражены, весной они поярче, веснушками на задних сепалиях. Цветет она всегда у меня каскадом. Очень любит разветвлять цветоносы. В этом цветении она почему-то поленилась, не разветвила цветоносики. Покажу ее фотографию из прошлого цветения. Вы увидите, какая она красивая. И вот сейчас, конечно, я говорю, что вот в зимнем цветении есть проблема
с формированием цветочков, потому что один ряд все как солдатики, видите, стоят в рядочек, а второй ряд бутончиков тоже в рядочек, но развернуты к лампе. Вот видите, как цветоносик сформировался. Она очень нежная, напоминает мне сакуру. Цветет она дважды в год. И в летнем цветении она участвует, и в зимнем. Немножечко отдыхает и цветет вновь. У нее очень интересная форма цветочков, тоже такая раскидистая в стороны. Салинос — это есть такой остров, нет, это озеро. Это озеро, которое имеет вот такой тоже необычный цвет, красно-лиловый. Чудо света у нас такое есть на нашей планете. И вот такая орхидейка. Следующая орхидея. Кстати, да, я не сказала, она неприхотливая, очень простая. Легко за ней ухаживать, легко зацветает. Вообще проблем с ней нету. И очень красивая. Следующая орхидея — это бабочка, крупноцветковая. Называется она Yellow. Вот такая крупноцветковая бабочка. У нее тоже, видите, боковые петали, как у застенчивого цветочка, немножко присобраны в центр. Но, как я уже говорила, у меня, во всяком случае, не знаю, как у других, но у меня все крупноцветковые бабочки в зимнем цветении процветают вот в такой форме. А летом они разворачивают свои петали широко, и цветочек полностью открыт. Вот такой вот леопардик. Очень интересная тоже у него пятнистость за счет защипов на боковых петалях. Леопардовый рисунок приобретает вот такой от крупного крапа до мелкого, с яркой малиновой губкой. Очень обильно и охотно цветет эта бабочка. Жалко, что тоже все цветочки развернуты сейчас по направлению к лампе, и лысенький такой виднеется цветоносик. Хотелось бы мне вам показать, насколько красивые ее цветочки. Видите, она уже доращивает мне цветоносик. При этом все цветочки еще пока на месте. Тоже активно цветет она всегда и зимой, и весной. Я раньше как-то не очень любила крупноцветковые бабочки. А потом они мне тоже полюбились. Вот Феррара большая, крупная бабочка. Вот это у меня Yellow. И моя красавица Albufera. Тоже крупноцветковая. Эта орхидейка у меня тоже растет в коре с добавлением кокосовых компонентов. Там у меня, кажется, ceramис тоже немножко присутствует. Розеточка у нее вот такая вот, не очень большая, аккуратные листики. Притом при всем, что у нее крупные цветочки, листики очень аккуратные. Неприхотливая и очень легкая в содержании. Никак она не хочет смотреть в кадр. Такая.
Следующая орхидея — это орхидейка с огромным количеством цветочков у меня. Сейчас я буду разворачивать для наглядности. Это Red Lip. Цветет она у меня с 2 цветоносов. Сейчас покажу. Вот 2 цветоносика. Но на каждом цветоносе 4. Так, буду стараться, конечно, вам продемонстрировать. Сейчас. Вот цветонос, да. И на каждом цветоносе у нее по 4 боковых веточки. И огромное количество цветочков. Цветочки средней величины. Они до 9 сантиметров. Сейчас немножко меньше. Но вообще в целом у этого сорта около 9 сантиметров цветочек. Но, как я уже поняла, я этот сорт, у кого видела на форумах, в фотоотчетах каких-то, очень многих она цветет вот именно так пышно. Ну, конечно, если это орхидейка взрослая. Вот такая красавица. Ботва у нее, конечно, огромная. Смотрите, какая розетка. Много листиков. И корневая, соответственно, в 17 горшке огромная корневая. И вот такое вот шикарное цветение. Орхидея, которая взрослая, которая здоровая, которой подходят все условия в содержании. Она способна выдавать вот такие кучи зарослей цветочков. Достану я ее, сделаю тоже отдельно по ней обзорчик, покажу всю ее красоту, разверну ее так, чтобы было все видно. И порадую вас этими красными язычками. Так. Наверное, давайте спустимся полочкой ниже. Здесь у меня просто огненные красотки стоят. Красавица Катрина. Это у меня тоже по ней есть отдельный обзор. Посмотрите, сейчас буду разворачивать. Сейчас покажу вам. Посмотрите, какая она красивая. Кучерявая девочка с причудливыми цветочками, с очень красивой губочкой. Посмотрите, обязательно у меня отдельный обзор по этому сорту. Там я о ней много рассказала. Это чудесная девочка. Не только вот эти все бутончики, которые вы видите. Это уже дорощенный цветонос. При этом она распустила все цветочки свои, их большое количество. Ни один из них еще не засушила. У нее 2 цветоносика. Сейчас покажу еще один. Вот он. На нем тоже уже есть дорощенные бутончики. Уже распускает их. И при этом все цветочки на месте. Она у меня сидит в мхе. А розеточка у нее средняя. Вот под стенкой, которая орхидейка. Вот, да. Это ее листики. Не маленькая и не большая, средняя, средних габаритов. Очень люблю я эту орхидею. С нее началась моя любовь к темным
к темным сортам орхидей. До этого у меня преобладали все такие нежные, светлые, пастельные. Но эта бархатная красотка, просто чудесная орхидея, покорила мое сердце. Очень я ее люблю. Посмотрите на ее цветочки. Они, во-первых, бархатные, велюровые такие, ажурные и загнутые все капюшончиком назад. И очень красивая губа, хищная, пятнистая. Вот такая. Цветет долго, не выгорает. Рядышком с ней стоит сорт, название которого я вообще не знаю. Очень часто меня спрашивают, как она называется. Это голландский фаленопсис. Покупала я ее цветущей. Покупала с рук, с частной коллекции. Она восковая, очень плотный цветок. Прям плотный очень сильно. Вот такого необычного окраса с ярко-желтой, желто-белой губочкой. Цветочек 5 сантиметров. Но цветет она невероятно пышно. Я думаю, что она, скорее всего, относится к категории мультифлорки. А мультифлорки, видите, ну, способны на обильное пышное цветение. Вот у нее 3 цветоноса, 2 из которых у нее новых. Сейчас, минуточку, чтоб я... Да, точно, 2 новых. Это вот этот вот цветоносик. Они короче у меня получались. А вот этот вот цветонос, это с боковой почки старого цветоноса. И в итоге вот такая вот красавица. Яркая, сочная, плотная. И все цветочки близко друг к другу расположены в рядочек, как будто в шеренге стоят. Запаха она не имеет. Очень необычного окраса. И не только окраса, и формы. У нее, кстати, форма цветочка очень интересная. Вот эти боковые петали такие, видите, как тоже напоминают форму, как у бабочек. Она без защипов, но форма, как у пилоричной формы. Ощущение, что у нее есть защипчики, но у нее нету их. Послушайте, как шелестят. Плотность такая. Вот такая красавица. Так, еще общий вид вам покажу ее. Розеточка у нее очень компактная. Вот у нее листики круглой формы, овальной такой, я бы сказала, овальной, скорее правильно. Овальной формы. Тоже листики расположены таким рядочком, не раскидисто, а вот так вот компактная розеточка. Следующая орхидея, это просто чудо какое-то у меня. Сейчас, минуточку. Наверное, эта орхидейка будет последняя в сегодняшнем обзоре. Это пилорчик, белоснежный пилор. Просто невеста. Все белые цветы, чисто белые орхидеи, конечно, полны чистоты, невинности и ощущение, что
Это букетик невесты. Этот сорт я мечтала, гонялась за ним даже не 1 год, правда. 1 раз я уже купила из частной коллекции пилорчик, но процвела она у меня в домашнем цветении обычной формы. И девочка у меня забрала ее, ответственная оказалась, когда я сказала, что цветет не так, как я хотела. Этот же пилор у меня появился в коллекции. Я ее купила перед Новым годом, перед этим 2021. С рук, как я поняла, да, это было у нее вот эти 2 цветоносика, это покупные цветоносы были у девочки. Вот, она ее продавала. Это тоже из частной коллекции орхидейка. Я с радостью, я так обрадовалась, когда увидела объявление этого пилора, моей жгучей хотелочки. Конечно же, я ее купила. И когда эти цветоносики были срезаны, она мне тут же пробудила боковые почки. На одном цветоносике 1 боковая почка пробудилась. Вот тут было у нее желание пробудить, но она потом заморозила. А на этом цветоносике у нее 2 боковые почки. Вот 1 цветоносик с 5 цветочками. Здесь у нас 6 цветочков. И здесь тоже 6. И в итоге 12 и 5. Да, тут же у нас 5, да. У нас получается 17 цветочков с боковых цветоносиков. И посмотрите, какие они красивые. Ну, какие же тюльпанчики. Это крупноцветковый пилор. Сантиметров 7 у нее. Если раздвинуть ее боковые сепалии, сантиметров 7 будет размах. По размеру она очень похожа на легато пилорчик. Так что в домашнем она у меня процвела по сорту. Я очень люблю такой формы мутацию. Причем у нее, видите, серединка как с зеленцой и белоснежные тона, полотно лепестков. Такой язычок там. Цветочки еще все свежие, они только недавно все пораспускались. Вот такая красавица. Растет она у меня еще в покупном. Я сейчас вам покажу. Я свои орхидеи, которые приобретаю зимой и осенью. Вот если вот только начался сентябрь, я уже никого не пересаживаю. Сейчас я вам покажу. До весны, даже если только купила, и она у меня находится в покупном. Я вот сегодня, кстати, ее только поливала. Единственное, что я могу сделать, это добавить мох, как я сделала вверху. Видите? Почему? Потому что, чтобы верхние корешочки не сохли, а у нее много корешочков было на поверхности субстрата, чтобы они не пересохли, я добавляю мох, подпихиваю немножко вот так в горшок. Когда я поливаю, он намокает и держит влагу для этих корешков, и также у самого растения тоже дополнительная влага.
И поливаю я, вот есть, кстати, там несколько нехороших корешков, но ничего страшного, до весны они ничего плохого орхидейки не сделают. Вот такие корни. Поливаю я. Сейчас я поставлю и покажу. Поливать не буду, просто скажу, как я это делаю. Значит, по краешку горшка, вот просто по самому краю, я поливаю. И так, чтобы вот где-то сантиметра 3 от низа горшочка было. И оставляю минут так на 30. Орхидейка пьет. При этом торфяной стакан не намокает. Можно даже не по краю горшка, но если аккуратно по краю, то как раз смачиваются и боковые корешки, и кора боковая. Можно еще просто наливать в само кашпо сантиметра на 3 и оставлять. У меня, кстати, на канале есть об этом ролик. Я рассказываю, как поливать орхидею, которую вы купили, и по каким-то причинам вы пока не можете сделать пересадку. И я показываю, как это надо сделать. Так что посмотрите. У меня роликов еще не так много, найти несложно. Так, а сегодня на этой красивой, белоснежной и чистой орхидейке я буду заканчивать свой обзор. Всем, кому было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал гости. У меня еще много красивых сортов для вас, полезной информации. Рада делиться красотой своего балкона. До новых роликов. Всем пока. Try to fly